Здорово, танкисты! Всем привет! С вами Серега, с вами Индомит. И сегодня у нас очередной обзор танков. Наш любимый игры Мир танков Atlas Games. Сегодня у нас на обзоре тяжелый немецкий танк 8-го левела, прям танчик, который купил за боны, ВК-7501К. Вот, с задним расположением башни, да. Люблю тяжелые танки, уважаю и давно хотел его получить в свою коллекцию. Прежде чем продолжим обзор, конечно же, прожми лайк. Подпишись на канал, если ты до сих пор это не сделал. Ну а мы с вами идем смотреть бронирование ВК-7501К. Итак, господа, коллижен модель нашей ВКхи. Ну и давайте разбираться по порядку. Начнем, естественно, с корпуса и начнем с НЛД. Здесь у нас НЛД есть нижняя в 203 приведенки. И есть вот верхняя НЛД 192, 189. Крепкая это НЛД? Да. Потому что если мы будем танковать от переда, здесь уже приведенки вот столько. И опять же, играя против 8-х левелов, ну скажем так, только голдой нас сюда смогут пробивать. Центральная часть между НЛД и ВЛД у нас имеет приведенки 270. И это очень хорошо. Нас ни одна восьмерка ТТ не пробивает. Даже голдой. ВЛД 254, 267. Здесь до 265. ВЛД очень крутое. Очень крепкое. А если опять же играем от переда, здесь уже 300. Попробуй, что называется, пробей. 290, 280. Что тоже неплохо. Теперь касаемо башни. Маска орудия. Под стволом 500 с лишним. Над стволом также. 600 по краям, есть щели по 250, но они прям вот рядом с маской, слева и справа, они очень тоненькие. Теперь касаемо башни. Вот наводчика щель, скорее всего, 253, здесь 250. 250, 250. Верхний 242, 242. А вот здесь тоже, да. Здесь уже вот вверху можем зарикошетиться. Внизу 260, 250. То есть, соответственно, что получается? Здесь рикошет, да, 242. Когда он на вас наводит пушку, этот танк, его, конечно, нужно стрелять слева и справа от ствола в щеки. Как с маусами поступают, как с Е100 со всякими. То есть, вот ослабленная деталь башни. Потому что здесь у нас уже 400, 550, 600, рикошет. Плюс у нас есть планочка наверху, но она тоже рикошет. Дальше есть еще одна планочка. Так, сейчас правильно поставим. Вот так. И она, кстати, уже бьется. Там 40 миллиметров. И закидывают сюда, в принципе, это можно, да. Особенно по правилу 3 калибров от 120 миллиметров это будет пробиваться. Зато есть еще вот такой замечательный огромный люк. 160 основная деталь люка, чуть выше 154, выше 84. Ну, закидывается сюда без проблем. Вот, боковое бронирование 100 мм, вверху с фальшбортом 108, и намекает это на то, что он будет просто, ну, еще с задним расположением башни. Можно даже передокрутить. Ну-ка проверяем. Можно еще. Вот так уже нельзя. Вот так. Вот так, ну прям там, вот так можно. Но это хороший угол, и от башни он будет позволять эффективно играть и отстреливаться. Подбашенный цилиндр 238, что в принципе тоже неплохо. Да, не каждый пробьет. В принципе, ребята, НЛД слабая и щеки с люком. Ну, если мансовать, играть, дергаться, вам его не выцелят. Наверное, как-то так. Так, с броней разобрались. Давайте глядеть орудие. Орудие у нас 9-го левела, хотя танк 8-го. 490 альфа, хорошо. 226 пробития на основном, хорошо. 263 на голде, вообще отлично. Заряжается, вот, правда, пушка 18 почти секунд, и это, конечно, не отлично. Долго, прям по ощущениям долго. ДПМ из-за этого тоже вот такой достаточно нищий, 1652 в минуту. 0.39 не самая лучшая точность. 2,7 время сведения. Тоже достаточно долговатый, что ж тут говорить. По полевой модернизации. Вездеходную ходовую во второй блок.
Здесь отстроечку параллакса. Здесь звукоизоляцию. Вторым слотом берем, ну, либо огневая мощь, либо мобильность. И то нам может зайти. Мобильность, потому что танк медленный. И я вот, кстати, турбину-то поставил, закалку и досу. Вот. Можно поставить на огневую мощь и попробовать катать без турбины, например, со стабом. Стаб здесь бы пригодился реально, прям на этой пушке. Ну, я вот на такой вариации буду катать. По снарядам основной бронебойный, летит 920, голда подкалиберный, летит 1150. В принципе, сойдет, нормальная скорость полета снаряда. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель, я доп. Паёк пихнул. 5 членов экипажа, перки наблюдаете перед собой в табличке. Вот. По огневой мощи ДПМ чуть-чуть подрос с оборудованием и, так сказать, экипажем. Время сведения улучшилось до 2.42, в принципе, уже более-менее. А вот у ВНов у нас как не было, так и нет. Минус 5. И это безумно мешает играть на этом танке. Это факт. Особенно, опять же, учитывая, что у нас заднее расположение башни. И на рельефных картах без УВН, еще и с задним расположением, очень сложно играть. Это такой, можно сказать, прям чисто городской танк, либо позиции надо искать от борта, потому что вываливаться, играть на рельефе без УВН, ну, вообще не представляется возможным. Нормальная скорость полета снаряда, сочная альфа, хорошее пробитие. Но отсутствие УВН все нещадно портит. По ХП у нас 1760, ну, более-менее. Мне, как всегда, хочется побольше. По мобильности 3-4 вперед, 17 назад. Ребята, это с турбиной 3-4, так-то 30. Менее 13 лошадей на тонну. Прям жестко нам говорит о том, что даже свою максималку и с турбиной он будет достаточно вяло набирать. Вот. По обзору 429 метров, и это даже жир. Танк высокий, и обзор у нас, в принципе, как для ТТ 8 левела, неплохой. Ребята, играется, естественно, очень часто эта машина от борта. Борт у нас достаточно крепкий. Иногда можем попытаться даже от переда поиграть, но могут накидать в НЛД. ВЛД еще выдержит туда. Поэтому предлагаю же отправляться в бой. Давайте посмотрим, собственно, как ВК-7501 Кей себя ведет в боях. Погнали! Так, господа, обзор боем. Тяжелый немецкий танк 8 левела, прем-танк Забоны, ВК-7501К. Попали против семерок и восьмерок. Поедем сейчас воевать. Гля, сколько касок висит. Немецкие каски. Фляжки, каски, красиво. Так, гирлянда новогодняя.
Из 2М пробил. Смешно. Хорошая альфа. Прям. Альфа хорошая. Он вообще уже обнаглел. Ха-ха! Броня не побрита, чтобы вы понимали. Ствол вообще не гнется. Ха-ха! Промазали. Ну не уехал, ладно, подсветили. Так, 2500 настреляли. Маловато, маловато. Наш уже по зеленке давит. Какой-то Т-43 у них поехал. Интересно. Куда? Так, ну ладно, 3 удали, все, план выполнили. Для 8-ки 3К урон сойдет. Вот такой вот это танк. Броня хорошая, но на удивление, как кто там из 2М пробил. Круто. Повезло, повезло ему. Не, броня реально интересная. Пушка мощная. Заднее расположение башни, городские карты из-за рельефа играть от борта можно. Даже от переда можно. И от борта, и от переда. Так что танчик такой универсальный. Вот первое место по урону. Все. Ребята, у кого есть ВК-7501, конечно же, пишите, как вам эта тачка, получается, не получается, какое вы используете оборудование. Под видео, да. Вот. И, как по мне, по 5-бальной системе, ну, на 4 тянет. Ни плюс, ни минус. Просто твердая 4. Обязательно прожимайте лукас под видео. Подписывайтесь на канал. А я говорю, до скорых встреч. Пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.